зачем и от кого австралийцы возвели такое невероятное количество заборов. В интернете давно гуляют слухи, будто за этими ограждениями скрываются совершенно крамольные тайны. Проход к центру Земли, секретный путь в Антарктиду, город беглых нацистов, существа размером с 5-этажный дом и даже край плоской Земли. Фантазиям нет предела. Но что же на самом деле находится за австралийскими заборами и зачем они были построены? Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно знать, что только на обслуживание 2 самых протяженных ограждений страны, длина которых превышает 3500 и 5000 километров, правительство ежегодно тратит около $7 миллионов, а штраф за незакрытую калитку для местных жителей может достигать $2500. История этих заборов начинается вполне прозаично. Их возвели для защиты территорий от кроликов, которые в конце XIX века буквально захватили Австралию, особенно штат Западная Австралия. Изначально ограждали именно эти земли. Кроликов завезли в 815 году британские колонисты, всего лишь 20 особей. Но эти животные полностью оправдали репутацию рекордсменов по размножению. Всего за 50 лет их численность, по самым смелым оценкам, достигла 600 миллионов, и они расселились по всему континенту. Основной удар пришелся по растительности, которая служила кормовой базой для местных видов животных, что в итоге привело к исчезновению множества эндемичных представителей фауны. Более того, кролики уничтожали молодые побеги деревьев, из-за чего целые лесные массивы попросту исчезали. Поэтому, если сегодня взглянуть на спутниковые снимки Австралии, обширные пустынные пространства являются в том числе результатом деятельности миллионов этих пушистых захватчиков. Это был далеко не первый и не последний случай, когда люди не учли последствия завоза чужеродных видов в экосистему. Однако проблему нужно было решать, и решением стал забор. Он пересек практически весь континент, протянувшись через пустыни, равнины и холмы, и стал одним из крупнейших искусственных сооружений такого рода в мире. Изначально высота ограждения составляла всего 91 сантиметр, но кролики быстро доказали, что этого недостаточно. Забор пришлось наращивать, добавляя сверху колючую проволоку. Важно отметить, что при строительстве возникали конфликты с аборигенами, поскольку ограждения пересекали и их традиционные земли. Одного лишь возведения забора оказалось недостаточно. За ним нужно было постоянно следить, устранять повреждения и отстреливать животных-вредителей, которые умудрялись преодолевать преграду. Кролики прекрасно роют норы и делают подкопы. Со временем стало очевидно, что забор эффективно сдерживает не только кроликов, но и кенгуру, эмму и собак динго, что стало хорошей новостью для фермеров, разводивших овец. Динго, нападая на стада, часто убивали куда больше овец, чем могли съесть. Одна небольшая стая за ночь способна загрызть десяток животных. Борьба с дикими собаками началась еще в первые годы колонизации Австралии, когда на континент завезли овец. Сложность заключалась в ночном образе жизни динго. Днем они прятались, а охотились исключительно ночью. Против них применяли капканы, сети, отстрел и яды. В конце XIX века фермеры Нового Южного Уэльса ежегодно использовали несколько тонн стрихнина для борьбы с дикими собаками. А за каждое убитое животное выплачивалась премия в 2 шиллинга. Сегодня за уничтожение динго внутри изгороди выплачивают до $100. Но все эти меры не давали нужного эффекта, и численность динго за короткое время выросла в 100 раз, поставив под угрозу все поголовье скота. Тогда фермеры усилили забор колючей проволокой, а к 2019 года объединили разрозненные участки в единую систему.
Изначально весь периметр патрулировали смотрители верхом на верблюдах. Они очищали полосу вдоль забора, вырубали кустарники и деревья по обе стороны, проверяли ловушки и следили за тем, чтобы калитки, расположенные каждые 32 километра, были закрыты. Со временем верблюды сами стали проблемой. С появлением автомобилей патрульных верблюдов отпустили на волю, что привело к их массовому размножению и превращению в еще одну угрозу экосистеме. Сегодня патрули используют внедорожники и квадроциклы, а также современные технологии. Например, виртуальные заборы, которые защищают животных от столкновений с автомобилями. В Тасмании ученые разработали систему виртуального дорожного ограждения из блоков сигнализации, расположенных на высоте 2,5 метров, и издающих световые и звуковые сигналы. За 3 года испытаний количество наездов на животных снизилось на 50%, что позволило спасти около 200 вомбатов, опоссумов и других представителей фауны. Такие системы оказались эффективнее и дешевле привычных дорожных знаков и переходов. Со временем у австралийцев словно сформировалась привычка все огораживать. Помимо заборов от крупных животных, появились ограждения вокруг водоемов для защиты от тростниковых жаб. В Европе эти земноводные находятся под угрозой исчезновения, но в Австралию их завезли искусственно, и они стремительно размножились, захватив Квинсленд и начав продвижение на северо-запад. Чтобы защитить национальный парк на полуострове Кобург, ученые предложили построить 9-километровый забор. Жабы не умеют прыгать, но роют глубокие норы, поэтому бетонная стена высотой чуть более полуметра должна быть почти наполовину заглублена в землю. Отгородились австралийцы и от диких кошек. Вокруг заповедника Нью-Хевен построили стену длиной 44 километра и высотой 3 метра. Кошек завезли на континент люди. Некоторые из них одичали и расплодились до численности около 20 миллионов особей. Считается, что ежедневно они убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих, а за все время стали причиной вымирания 27 видов животных. К 2018 году забор был достроен, и ситуация стабилизировалась. Однако у всех этих ограждений есть и темная сторона. Многие животные утратили возможность свободно перемещаться по континенту в поисках пищи или спасаясь от катаклизмов. Вдоль заборов находят кости динго, кенгуру и других животных, застрявших в сетке. По сути, забор вмешался в естественный отбор. С одной стороны безраздельно хозяйничают хищники, с другой, под защитой людей, размножаются травоядные. Более того, ограждения повлияли на эволюцию кенгуру. Ученые заметили, что у популяции, защищенных забором, рост замедляется, поскольку исчез стимул быстро вырастать крупными и сильными для спасения от динго. К юго-востоку от забора хищников почти не осталось, кроме лисиц. И в далеком будущем такие кенгуру могут стать значительно мельче. Если же убрать заборы внезапно, хищники уничтожат неподготовленных животных, десятилетиями живших в безопасности. Кроме того, заборы повлияли даже на ландшафт. По разные стороны ограждений отличаются форма и высота песчаных дюн. Отсутствие динго привело к росту численности лисиц и диких кошек, которые сократили популяции мелких животных. Это позволило кустарникам разрастись, укрепить дюны и изменить их форму. Австралийский забор даже стал частью культуры, сыграв ключевую роль в фильме «Клетка для кроликов», где 3 девочки-аборигенки идут вдоль него, спасаясь из приюта. Помимо заборов, Австралия известна и другими конфликтами с животным миром, включая знаменитую «Войну с Эму» 2032 года, когда армия оказалась бессильна перед тысячами птиц, разорявших фермерские поля. Эта история закончилась насмешками прессы, провалом военной операции и победой Эму.
Но заборы и птицы – лишь часть австралийской реальности. Континент опасен даже своей флорой. Тысячи растений здесь ядовиты, от стрихниновых деревьев до гимпи-гимпи, чьи микроскопические иголки способны причинять боль месяцами. В воде опасности не меньше. Морские вши, ядовитые кубомедузы и легендарная иркуанджи сделали купание у побережья смертельно рискованным. Яд кубомедузы настолько силен, что способен убить человека почти мгновенно. И именно поэтому на пляжах Квинсленда устанавливают предупреждающие знаки, а спасатели используют защитные нейлоновые костюмы. Все это делает Австралию местом, где человек постоянно вынужден защищаться от природы, а заборы становятся не символом тайн, а попыткой выжить в мире, который не прощает ошибок. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.